Hello! Сегодня я расскажу вам о том, как создать пресет для живого выступления в Bitwig. Одно из моих видений, как это можно сделать. Возможно, впоследствии я покажу еще варианты. Пока что остановимся на таком. Для наглядности я покажу вам процесс создания моего пресета для живого выступления с нуля, с самого начала. Расскажу последовательно каждый шаг и покажу какие-то некоторые приемы, которые я использую, и некоторые такие фичи, которые, возможно, вам подскажут простой путь для создания пресета для сценического выступления. Для начала давайте определимся с входами и выходами нашей звуковой карточки. Зайдем в настройки. Здесь выбран драйвер. Звуковая карточка у меня Moto Microbook. Здесь мы выставляем sample rate, block size для определения задержки. Моя звуковая карточка имеет 4 независимых стереовыхода. Один выход мы будем использовать для зала. Через него мы будем запускать то, что идет в зал. Один выход мы будем использовать для мониторинга на сцене непосредственно мной. И один выход мы будем использовать для мониторинга сигнала метронома другими музыкантами, в частности барабанщиком. И того вот мы подобавляли наши входы-выходы. Можем еще подобавлять всякие варианты. Вот таким образом они добавляются. Стерео, моно. Таким образом они удаляются. Здесь помечены выходы. Выход 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это все пары выходов стерео. И того в 1, 2 выход у нас идут speakers, то, что идет в зал. В 5, 6 выход идут headphones, то, что на карточке нам идет в наушники. 3, 4 line out. 7, 8 это цифровой выход из PDIV. Я его в данном пресете не буду использовать. Но на всякий случай он у меня добавлен как нулевой выход. Итак, создаем новый проект. Первое, что нам нужно, это создать дорожки выходов. Переходим к табуляции в наш микшер. Вот этот выход мастер. Это то, что у нас пойдет на speakers. Пойдет это у нас в зал. Для выходов мониторинга мне и барабанщику мы будем использовать AUX или Effect Track, это называется. Добавим Effect Track. Вот у нас есть два Effect Track. Мы видим посыл ко мне и посыл барабанщику. Эта часть готова. В аутпутах данных выходов мы выбираем, соответственно, для меня мы выбираем headphones. Мы помним, что headphones идет к нам в наушники. Для барабанщика мы выбираем line-out monitoring. Мы помним, что line-out у нас идет к барабанщику. Итого, у нас есть выход для меня, выход для барабанщика и master-out. Это то, что идет у нас непосредственно в зал. Bitwig имеет несколько режимов работы. Если вы работали с Ableton Live, вам примерно это знакомо. Я бы даже сказал, вам точно это знакомо. В отличие от Ableton Live, Bitwig имеет 3 режима. Это режим вот такой, когда мы видим дорожку слева направо. Это режим сцен. И смешанный режим, когда у нас сцены слева, а справа таймлайн. И этот режим чертовски удобен. Я использую именно его для создания пресетов. И сейчас я покажу вам почему. Для удобства я вам рекомендую создать группы дорожек. Group Tracks. Назовем одну группу Synth. В эту группу я буду размещать свои синты, которыми буду пользоваться на сцене. Также добавим группу, которую назовем Playback. В эту группу дорожек я буду добавлять непосредственно дорожки плейбека. И нам понадобится еще метроном. В этом фолдере я буду складывать метроном. Итак,
Мы создали папку Synths, папку Playback и также создали папку Click. У нас есть выход для мониторинга непосредственно к нам, выход для мониторинга барабанщика и выход в зал, на сцену для слушателей. В папке Click создадим дорожку Click четвертями. Самое простое из драм-машины встроенный битвик. Я уже его создал, добавил в ячейки Synth FM4 и из него сгенерировал звук метронома. Таким вот образом. Можете вместо генерации синта загрузить необходимые вам файлы в качестве клика, какие-нибудь сэмплы. Ну, я вот сгенерировал таким образом. Также в ячейке нашей драм-машины я добавил отсчет живым голосом в виде 4, 3, 2, 1. Он понадобится нам для определения начала композиции для барабанщика и остальных участников на сцене. Создаем сэмпл метронома четвертями. Рисуем наш метроном. Этот метроном мы можем раздвинуть, насколько нам надо. И еще создадим метроном восьмыми. Он, возможно, пригодится кому-то из группы. Может быть, барабанщик у нас предпочитает восьмыми метроном, а не четвертями. Просто добавим в него восьмые. Таким вот образом. Вот у нас два метронома. Один метроном восьмыми, второй метроном четвертями. Сейчас у нас посыл идет в headphones. В принципе, мы можем вообще отключить output, куда бы то ни было, и посылать метроном посылом таким, ресивить его на FX дорожке. Вот у нас эта часть готова. Теперь давайте разберемся, как же нам изменять темп в процессе нашего выступления от композиции к композиции. Для этого на канале Мастер мы нарисуем луп, и нам необходимо задать автоматизацию. Просто можем изменить как-то значение темпа, открыть меню автоматизации и увидеть, что у нас здесь присутствует автоматизация темпа. Добавляем точки автоматизации, задаем темп, какой нам необходимо, допустим, 95. Давайте разберемся теперь, как в наш пресет добавить наши композиции. Откроем готовую нашу композицию, активируем движок звуковой карты на этой композиции. Вот она у нас загрузилась. Это такой трек. Здесь присутствует у нас бас, барабаны, всякие синты, различные пэды. И что-то из этого мы хотим отправить в подклад, что-то играть вживую, что-то будет играть барабанщик, что-то басист. Давайте разберемся, как это теперь нам поместить в наш концертный пресет. Допустим, мы хотим, чтобы вот данный пэд, вот этот пэд, был в подкладе в записи. Для этого нам необходимо перевести его из MIDI дорожки свести инструментом в Wave формат. Правой кнопкой кликаем на то, что хотим сбаунсить, и делаем bounce. Окей. Дорожка у нас преобразуется в Wave формат. После этого я рекомендую сделать таким образом, чтобы раздвинуть дорожку на всю композицию. Если у вас она задействована частично где-то, раздвиньте ее на всю композицию. И, как ни странно, желательно сделать еще consolidate. Таким образом, он сделает единый звуковой файл необходимого нам формата. Далее мы просто берем эту дорожку и перетаскиваем в наш проект для живого выступления, кладем в
в папку Playback. Тут у нас создается автоматически дорожка с плейбеком данного синта. Также мы можем поступить и с остальными. Вот здесь я уже сделал bounce. Мы добавляем дополнительно дорожки, склеиваем те, что у нас не склеены, делаем из них целиковую дорожку и перетаскиваем в наш проект. Давайте пока что отправим все. Пока он рендерится, можем решить, что же мы будем тут играть. Ну, допустим, мы хотим играть вот этим инструментом, омни-сферой, какую-то часть нашего трека. Создадим в папке синты инструмент трек и добавим в него нашу омни-сферу. Тем временем у нас завершился bounce. Мы сделаем consolidate, соединим все клипы в одну дорожку и отправим это тоже в playback. Так, можем отправить еще бас. Вдруг у нас не будет басиста. Можем сконсолидировать заранее дорожку и сделать bounce. Окей. Пока он делает bounce, можем навести порядок в наших файлах. Давайте создадим в папке Playback группу синты, в которую мы поместим наши синты. Создадим также группу бас, в которую мы будем добавлять наш бас. Также вы можете создать в папке Playback, допустим, vocals, и туда добавлять, например, бэки какие-нибудь, если вам это надо. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы иметь возможность отдельно рулить этими папками. То есть мы можем прямо на папку, на фолдер повесить, например, EQ. Если это у нас бас, да, настроить какие-то там частоты нам необходимые для баса. Если это синты, можем повесить EQ, настроить под синты и так далее. Также, забегая вперед, можно сказать, что если вы хотите разделить отдельно выход на сцене для баса, для синтов и для вокалов, вы тоже это можете сделать. Если ваша звуковая карта позволяет, вы можете добавить отдельно выходы для баса, для синтов и для вокалов и посылать их отдельно в пульт. И ваш звукорежиссер будет уже наруливать звучание отдельно баса, синтов и бэков, как это лучше в данный момент, в данном помещении и в данных условиях. Итак, вот мы получили дорожку баса, отправляем ее тоже в папку Playback в раздел бас. Ну, естественно, можете дать имена треков, можете назвать дорожку, допустим, pads, leads, synths, как угодно все дорожки проименовать, чтобы впоследствии вам было проще ориентироваться, что у вас где и зачем играет. Давайте вернемся теперь к темпу. У нас эта композиция на 100 BPM темп. Значит, и здесь мы должны указать 100 BPM. Зададим автоматизацию в 100 BPM. Теперь можем вернуться уже в наш пресет сценический и активировать аудиодвижок для нашего пресета. И вот что мы имеем. Мы имеем такую некую композицию. Можем добавить маркер сюда. Вот. Show Cue Markers. Добавим маркер. И назовем эту композицию
Funny Bunny 100 BPM. Это нам упростит жизнь и навигацию для быстроты и наглядности. В общем, вот наша композиция. Вот. Давайте отправим еще мне в наушнички плейбэк, чтобы я понимал, что происходит. Вот так вот. Мы видим, как композиция у нас прекрасно играет под наш клик. Значит, теперь давайте вернемся к нашим делам живого выступления. Скажем, в этой композиции мы хотим играть партию неких лид инструментов. Для этого мы будем использовать омнисферу. Для этого мы будем использовать омнисферу. Вот у нас есть некая партия лид. И мы хотим, чтобы у нас эта лид-партия включалась непосредственно в этой композиции, чтобы в других композициях у нас использовались другие инструменты. Что для этого мы делаем? Для этого нам нужно настроить автоматизацию включения и выключения инструмента. Вот эта кнопочка, она отвечает за включение и выключение инструмента. Когда она активна, инструмент включен. Когда она неактивна, инструмент не работает. Переходим в раздел автоматизации. Видим, что у нас появилась эта кнопочка, которую мы только что нажимали. Мы добавляем ее в автоматизацию и говорим, значит, вот как только начнется у нас эта композиция, сразу же нам включить этот инструмент. Как только она закончится, сразу его нам выключить. Таким образом, внутри самой композиции мы можем добавлять сколь угодно других инструментов. Ну, скажем, допустим, вот у нас будет еще омнисфера, в которой там будет какой-то у нас абсолютно другой звук. Да, вот у нас загрузился. И, скажем, мы хотим, чтобы он у нас включался и выключался автоматически. Включался в момент старта композиции, да, и выключался, когда у нас будет какое-то соло, там, допустим. Так, тут он у нас будет работать, а вот в этом месте он у нас будет выключаться, скажем, и у нас будет включаться лид-партия какая-то. А тут лид начинается. Все прекрасно функционирует. А теперь мы переходим к интересной части создания пресета на основе сцен. Не очень удобно иметь большой пресет в таймлайне, где у нас множество таких композиций, и между ними неудобно переключаться. К сожалению, в Bitwig нет возможности переключаться быстро по маркерам. Возможно, пока нет. Но зато есть возможность переключаться быстро между сценами. Мы имеем слева сцены, как я рассказывал, справа у нас таймлайн. Вот мы создали наши синты, они у нас в папке синты. Вот мы создали наш плейбэк, он у нас в папке плейбэк. И вот у нас есть наш клик и автоматизация канала мастер, автоматизация BPM. Мы берем и перетаскиваем все в раздел сцен. Вот мы перетащили все в раздел сцен. Назовем эту сцену Funny Bunny 100 BPM. Мы можем отключить наш таймлайн. Останется у нас только режим сцен. Вот наша композиция, она превратилась вот в такое чудо в виде наборов всех сэмплов. И все это хранится в одном таком кластере. Запускаем.
нашу композицию. И барабанщик слышит у нас клик. Мы слышим подклад. У нас активные родосы. Мы можем посмотреть автоматизацию здесь. Видим, что уже включились синты. Лид синты. Цель достигнута. Таким образом, мы создали композицию. Композиции мы можем двигать и расставлять в том порядке, как нам необходимо для выступления. Также мы можем завести навигацию по композициям на наш контроллер и переключаться между композициями прямо с контроллерами, не касаясь абсолютно клавиатуры, и запускать их, и останавливать. Допустим, вот у нас есть еще композиция. Они все какие-то разные. Давайте мы изменим во второй композиции темп. Скажем, что у нас вторая композиция не 100 BPM, а там 120 BPM. Да? Первая композиция у нас 100 BPM. Проверим. 100 с половиной получилось. Ну, пусть будет 100 BPM. Вторая будет 120. И вот мы видим, здесь у нас 100 BPM композиция. Здесь мы видим 120 BPM. Еще можно обратить внимание на прикаунт, о котором я вам тоже рассказывал. Вы можете дописывать в начале композиции преролл из отсчета 4, 3, 2, 1. Давайте посмотрим, как это можно реализовать. Метроном, скажем 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. Так. И, скажем, мы хотим, чтобы это был pre-count у нас в нашей композиции, поэтому мы сдвинем всю композицию. Так. 4, 3, 2, 1. Мы можем объединить наш метроном с прекаунтом. Очень важно саму композицию тоже продлить на размер прекаунта, чтобы у нас все совпало. Ну, есть несколько вариантов. Можно сделать так, чтобы композиция стартовала автоматически через такт после дорожки с кликом. Можно просто всем дорожкам дописать преролл в один такт. И наши синты, автоматизация наших синтов тоже мы продлеваем на один такт. И заменяем нашу дорожку, которая у нас без преролла, дорожкой с прероллом. Все, в общем, мы заменили. И клик заменили, и вот он у нас. 4, 3, 2, 1. Пресет готов. Очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пишите. Буду по возможности на все отвечать.
Возможно, сниму какую-то еще версию пресета. И буду и дальше делиться с вами всякими своими идеями, мыслями и решениями. Спасибо за просмотр. Пока.